Недавний опрос Университета Вирджинии показал, что 52% республиканцев выступают за то, чтобы штаты, которые контролируют республиканцы, образовали свои собственные отдельные государства. У демократов это 41% демократов. Политики, философы, писатели, все, кому не лень, утверждают, что США созрели уже для распада. Я думаю, что это в итоге и будет. Потому что тот путь, которым они идут, он обязательно разделит Америку на две части. Да, к этому все и идет. Республиканцы бы так не делали. Но демократы, которые сейчас у власти, они делают все для того, чтобы обострить взаимные эти антагонистические отношения с республиканцами. И я думаю, если дальше так будет идти, то эти тенденции усилятся, вплоть до того, что люди начнут переезжать в республиканские штаты. Кто-то в демократические, да, так и будет. И так оно и появится. То есть, так или иначе, их ждет дальнейшее соединение, а пока разъединение. Вы из этого? Нет никакого соединения в ближайшем будущем. Только разъединение и такое взаимное доброе развитие. В лучшем случае, конечно. Потому что республиканцы более готовы к самостоятельному развитию. Это сильные, это люди предприимчивые. А демократы, это, конечно, больше тянутся к тому, чтобы побираться. А как же ваш призыв к единству? Где он здесь? Вы можете сказать? Нет, единство может быть только над тем, что каждый уверен в том, что он может что-то добавить другому и может что-то выгодно получить от другого. А здесь пока таких подвижек нет. А вот после этого разъединения, например, что вы тогда назовете единством? Вот разъединятся, и пускай разъединятся и живут отдельно, а у них будет какая-то кооперация, конечно. Они сейчас называются Соединенными Штатами Америки. Вот. Так что и в каждом штате есть множество своих законов, полиции, суды и так далее. То есть они тихо-тихо приготовили себя к такому шагу? Это у них было изначально. Так что я думаю, что все это пройдет. Но они должны будут ответить на этот вызов, потому что он исходит из общества. Они должны будут все равно разделять это общество, а потом уже придет понимание того, что необходимо воспитание в духе взаимного дополнения, объединения и так далее. Но это уже следующий этап. Ну вот эти сегодня две ненавистные стороны, ненавидящие друг друга стороны, демократы и республиканцы, у них будет вот это вот понимание, в конце концов, подняться над ненавистью, что необходимо, просто необходимо. Они должны осознать сначала тот огромный разрыв, который есть между ними, в психологии, в подходе к жизни, к миру, взаимная ненависть, откуда она исходит и так далее. То есть это все невозможно без осознания зла. А для этого надо разбежаться, вы считаете, да? Для этого надо достичь какой-то критической точки. То есть и этот процесс вы считаете достаточно правильным, да? Вот так. Но это так в природе. Человек не может начать меняться, как только лишь осознав зло в своем состоянии. Ни одна сторона, ни другая не согласна видеть зло в себе. А как вы с позиции каббалиста на это смотрите? Очень верно, это диалектика. Да? Ну, конечно. Надо определить состояние настоящее, кто в нем, в чем прав, виноват, дать каждому возможность самоопределиться, осознать необходимость объединения, если она проявится быстро. А если нет, то существовать так, пока, в принципе, естественным путем не будет всеобщего какого-то консенсуса. Для этого должен потом появиться какой-то единый лидер, как вы считаете? Возможно, он появится. Он появится. Но он не появится именно как черный или белый, Да. как республиканец или демократ. Это появится как нечто, которое может объединить всех. Пока такого не видно.